Урок 1. Отпуск мечты. Воды которой напоминают отпуск мечты. Исследовали ли вы какие-либо местные достопримечательности или мероприятия? Да, я это сделал. Я посетил потрясающие пляжи и занялся подводным плаванием в кристально чистой воде. Это звучит невероятно. Плавание среди разноцветных рыбок должно быть было изюминкой. Это действительно было. Подводные пейзажи были захватывающими и незабываемыми. Я могу только вообразить, что еще вам удалось испытать. Еще мне понравились местные рынки, где я попробовал вкусную еду и купил сувениры. Это фантастика. Всегда приятно погрузиться в местную культуру. Точно. Эти впечатления делают поездку еще более запоминающейся. Мне не терпится услышать больше о ваших приключениях в этом отпуске мечты. Урок 2. Варианты обеда. Возможно, на обед неплохо было бы сэндвич или салат. Я склоняюсь к сэндвичу. Они такие универсальные и приятные. Я согласен. Вы можете наполнить их множеством вкусных ингредиентов. Точно. Я люблю пробовать разные комбинации, чтобы было интересно. Какой сэндвич вы думаете приготовить? Я имею в виду классическую индейку и авокадо. Это всегда хит. Звучит вкусно. Я мог бы съесть овощной сэндвич с хумусом. Отличный выбор. Это полезно для здоровья и насыщенно вкусом. Давайте приготовим наши обеды вместе. Будет весело готовить в команде. Урок 3. Исторические инновации. Знаете ли вы, что компания Detroit Edison в свободное от работы время работала над безлошадной повозкой как первым автомобилем? Это увлекательно. Удивительно, как инновации развивались с течением времени. Идея безлошадной повозки в свое время была революционной. Абсолютно. Это изменило способы передвижения людей и транспортировки товаров. Невероятно представить, как далеко мы продвинулись с тех пор. Да, развитие технологий кардинально изменило нашу жизнь. Мне нравится узнавать об исторических инновациях и их влиянии на общество. Я тоже. Важно отметить провидцев, которые проложили путь к нашему современному миру. Давайте продолжим вместе узнавать больше об изобретениях и их истории. Урок 4. Украшения на день рождения. Привет! Я говорил вам, что моей подруге Джей недавно исполнилось 10 лет. Нет, ты этого не сделал. Как она отпраздновала? Ее дом повсюду был украшен воздушными шарами и лентами. Звучит празднично. Я люблю хорошую атмосферу вечеринки по случаю дня рождения. Это действительно было. Были игры, музыка и много смеха. Это потрясающе. Была ли у нее тема для вечеринки? Да, это была тема принцесс, поэтому все было блестяще и красочно. Как весело. Я могу только представить, как она, должно быть, была взволнована. Она была в восторге. Самым лучшим был торт в форме замка. Роб 5. Приключения в магазине товаров для рукоделия. Рядом есть магазин, в котором есть много товаров для рукоделия. О, это звучит идеально.
Я давно хотел начать новый проект. Когда я загляну в магазин товаров для рукоделия, у них часто есть уникальные предметы. Отличная идея. Магазины для рукоделия могут стать сокровищницей вдохновения. Мне нравится просматривать различные доступные материалы и инструменты. Я тоже. Удивительно, как одна маленькая деталь может вдохновить целую идею. Точно. Давайте посмотрим, что мы сможем найти, что вдохновит нас на творчество. Я не могу дождаться. Будет интересно исследовать вместе. Определенно. Давайте запланируем день для посещения и посмотрим все возможности. Урок 6. Основу покупок. Отправляясь за покупками, не забудьте взять с собой многоразовые сумки. Это отличное напоминание. Крайне важно сократить количество пластиковых отходов. Плюс во многих магазинах действуют скидки на использование многоразовых сумок. Точно. Это беспроигрышная ситуация как для окружающей среды, так и для наших кошельков. Для удобства я всегда держу в машине пару многоразовых сумок. Это умно. Мне тоже стоит начать это делать. Это делает покупки намного проще и экологичнее. Я согласен. Давайте возьмем за привычку всегда ими пользоваться. Конечно, вместе мы сможем оказать положительное влияние. Урок 7. Условия оплаты. Это кажется разумным. Как насчет условий оплаты по нашему соглашению? Мы предлагаем ежемесячный график платежей, чтобы сделать его управляемым. Это звучит справедливо. Ежемесячные платежи могут помочь в составлении бюджета. Точно. Это гарантирует, что обе стороны могут с комфортом выполнить свои обязательства. Я ценю ясность в этой договоренности. Это помогает избежать путаницы в дальнейшем. Да, четкая коммуникация является ключом к успешному партнерству. Обязательно пропишем все детали в договоре. Абсолютно. Важно все правильно задокументировать. Я подготовлю условия и отправлю их на рассмотрение. Урок 8. Предпочтения в продуктовых магазинах. Вы предпочитаете органические или обычные продукты при совершении покупок? Обычно я покупаю обычные продукты, но готов попробовать и органические варианты. Это хороший подход. Органические продукты в некоторых случаях могут быть полезнее для здоровья. Да, я слышал, что органические фрукты и овощи часто содержат меньше пестицидов. Точно. Это стоит учитывать, особенно в отношении продуктов, которые мы часто едим. Я согласен. Давайте поведем небольшое исследование о пользе органических продуктов. Отличная идея. Всегда полезно делать осознанный выбор. Да, я хочу быть уверенным в том, что обеспечиваю лучшее для своего здоровья. Давайте в ближайшее время запланируем поход за продуктами, чтобы проверить оба варианта. Урок 9. Организация проектов. Там у меня есть. Я начал с сортировки вещей по разным категориям. Это звучит как разумный способ начать организацию. Это действительно помогает увидеть все четко изложенным. Точно. После того, как вы классифицируете, вам будет легче решить, что оставить, а что выбросить.
Я также пометил коробки, чтобы было еще проще. Это отличная идея. Этикетки могут сэкономить много времени при поиске вещей. Конечно, я чувствую себя более продуктивным, когда все организовано. Я полностью согласен. Опрятное пространство может привести к чистоте ума. Давайте когда-нибудь вместе проведем подобное организационное занятие. Урок 10. Покупка гаджетов. Вам нравится покупать гаджеты? Да, я люблю исследовать новую электронику в магазине. Замечательно. Всегда появляется так много инновационных продуктов. Точно. Интересно посмотреть, на что способны новые технологии. Мне нравится читать обзоры, чтобы понять, что стоит купить. Я тоже. Отзывы помогают мне принимать обоснованные решения. Какой последний гаджет вы присмотрели? Я смотрю на устройства для умного дома. Они кажутся действительно удобными. Это круто. Они могут значительно облегчить повседневные задачи. Урок 11. Преимущества йоги. Йога определенно полезна как для ума, так и для тела. Вы когда-нибудь пробовали это? Да, я занимаюсь йогой несколько раз в неделю, чтобы оставаться сосредоточенным. Это потрясающе. Я сам хотел начать рутину. Это отличный способ снять стресс и улучшить гибкость. Я слышал, что это также помогает улучшить внимательность и концентрацию. Абсолютно. Оно учит вас присутствовать в данный момент. Не могу дождаться, чтобы попробовать. Какой стиль вы практикуете? Обычно я занимаюсь хатха-йогой, так как она идеально подходит для начинающих. Урок 12. Оживленная атмосфера. Согласен, музыка действительно оживила атмосферу. Кстати, вы уже встречались с нашим ведущим. Нет, у меня нет, но я слышал о них много хорошего. Они очень дружелюбные и знают, как устроить фантастическую вечеринку. Приятно это слышать. Это всегда делает встречу более приятной. Да, и я с нетерпением жду встречи с ними и ощутить атмосферу. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какие еще сюрпризы они запланировали на вечер. Я тоже. Приятно знакомиться с новыми людьми и создавать воспоминания. Давайте насладимся ночью и насладимся всем весельем. Урок 13. Поиск отелей. Еще нет. Я искал в интернете, но не мог найти идеальный отел. Это может расстраивать. Что вы ищете в отеле? Хочется чего-то комфортного, с хорошими удобствами и удобным расположением. Это определенно важные факторы, которые следует учитывать при бронировании. Я также предпочитаю место с положительными отзывами от предыдущих гостей. Это умно. Отзывы могут дать представление о качестве отеля. Точно. Я хочу обеспечить себе приятное пребывание во время поездки. Давайте продолжим поиск вместе. Возможно, мы сможем найти много. Это похоже на план. Я ценю вашу помощь в этом поиске. Урок 14.
Безопасность в походе. Конечно, безопасность прежде всего. Давайте также сообщим кому-нибудь о наших планах похода, прежде чем отправиться в путь. Это умная идея. Всегда приятно, когда кто-то знает, куда мы направляемся. Это гарантирует, что кто-то сможет проверить нас, если мы займем больше времени, чем ожидалось. Точно. Кроме того, мы должны сообщить им ожидаемое время возвращения. Я согласен. Таким образом, они будут лучше понимать, когда стоит беспокоиться, если мы опоздаем. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, особенно при изучении прирады. Определенно. Давайте также обязательно возьмем с собой карту и достаточно воды. Хорошая мысль. Во время походов крайне важно избегать обезвоживания. Я с нетерпением жду нашего приключения, а готовность делает его еще лучше. Урок 15. Проблема с интернетом. Я надеюсь, что они смогут быстро решить эту проблему. Мне нужен интернет для работы. Это звучит неприятно. Надежный интернет необходим, особенно когда вы работаете дома. Точно. У меня впереди много сроков, и я не могу позволить себе никаких задержек. Вы обращались в службу поддержки, чтобы узнать, в чем проблема. Да, я это сделал, но они сказали, что решение проблемы может занять некоторое время. Это прискорбно. Надеюсь, они ускорят процесс для вас. Я очень на это надеюсь. Мне нужно подготовиться к важной презентации. Я понимаю. Будем держать кулачки, чтобы скоро все исправили. Спасибо за вашу поддержку. Я ценю это. Урок 16. Пробуем что-то новое. Попробовали тот новый рецепт, который я упомянул. У меня нет, но я попробую. Есть еще какие-нибудь советы? Да, обязательно отмерите ингредиенты точно для достижения наилучших результатов. Это хороший момент. Обычно я просто прикидываю, но на этот раз я буду следить за измерениями. Также не торопите процесс приготовления. Дайте вкусу раскрыться полностью. Понятно. Я не тороплюсь и наслаждаюсь процессом приготовления. Готовка должна доставлять удовольствие и расслаблять. Я согласен. Мне не терпится увидеть, как это получится. Не могу дождаться, чтобы услышать о ваших результатах. Давайте потом запланируем дегустацию. Урок 17. Справедливая компенсация. Это неудобство. Хорошая идея. Это справедливо, учитывая те трудности, через которые мы прошли. Абсолютно. Когда дела идут не так, как планировалось, важно это исправить. Да, нам следует связаться и обсудить возможную компенсацию за неудобство. Я согласен. Коммуникация является ключом к тому, чтобы наши опасения были услышаны. Точно. Мы заслуживаем справедливого обращения как клиента. Да, и это создает хороший прецедент для будущего взаимодействия. Давайте составим вежливое сообщение, объясняющее наш опыт и ожидания. Отличная идея. Важно четко понимать, что мы просим. Я возьму на себя его написание, а вы сможете просмотреть его перед отправкой. Урок 18. Историческое увлечение.
С тех пор, как Христофор Колумб впервые встретил американских индейцев в 1492 году, многие европейцы были очарованы их культурой. Да, эта встреча открыла двери для исследований и колонизации. Интересно, как этот момент истории сформировал будущее обоих континентов. Абсолютно. Это привело к сложному обмену товарами, идеями и, к сожалению, к конфликтам. Да, и это увлечение часто затмевало проблемы, с которыми сталкиваются коренные народы. Я согласен. Важно признать обе стороны истории. Да, понимание истории помогает нам учиться на прошлых ошибках. Точно. Мы всегда должны стремиться к сбалансированной перспективе. Давайте продолжим изучать исторические события и их влияние на наш сегодняшний мир. Урок 19. Ежедневное испытание. Эй, в последнее время мне было немного сложно, но я стараюсь изо всех сил. Я понимаю. А ты? Как вы справляетесь? Я сосредоточился на том, чтобы оставаться позитивным и находить решение своих проблем. Это отличные отношения. Важно продолжать двигаться вперед, даже когда дела идут тяжело. Я учусь делать все шаг за шагом. Это мудро. Иногда маленькие шаги приводят к значительным изменениям. Точно. Я ценю вашу поддержку. Это помогает мне оставаться мотивированным. В любое время. Я всегда здесь, чтобы поддержать вас в вашем путешествии. Спасибо. Давайте продолжим поддерживать друг друга, преодолевая наши трудности. Урок 20. Стиль рисования. Замечательно. Какие картины вы обычно создаете? Больше всего мне нравится работать с пейзажами и абстрактными рисунками. Звучит интригующе. Пейзажи должно быть настолько увлекательны, что их можно рисовать. Да, запечатлевать красоту природы — одно из моих любимых занятий. Абстрактное искусство дает столько творчества и самовыражения. Точно. Это позволяет мне свободно экспериментировать с цветами и формами. Мне бы хотелось когда-нибудь увидеть ваши работы. Буду рад поделиться. Я всегда ищу обратную связь и вдохновение. Давайте спланируем небольшую художественную витрину, где вы сможете выставить свои произведения. Урок 21. Планирование поездки. Доброе утро, Анна. Скоро планирую поездку. Привет, Джон. Есть предложение, куда пойти? Конечно. Какую поездку вы ищете? Я хочу сочетания приключений и отдыха. В таком случае, как насчет пляжного отдыха с пешеходными тропами поблизости? Это звучит идеально. Вы имеете в виду конкретное место? Я слышал много хорошего о Коста-Рике. Это отличный выбор. Он предлагает как прекрасные пляжи, так и пышные тропические леса. Я начну искать жилье и развлечения. Урок 22. Принадлежности для рисования. Для создания точных рисунков вам могут понадобиться трафареты, губки и малярный скотч. Приятно это знать. Я люблю использовать
трафареты для получения чистых краев в своих картинах. Они действительно помогают создать четкие линии и придают профессиональный вид. Точно. А губки могут создавать такие красивые текстуры. Они могут добавить глубину и объем вашим работам. Я обязательно соберу все эти материалы, прежде чем приступить к следующему проекту. Большой. Подготовка сделает процесс более плавным и приятным. Я согласен. Мне не терпится поэкспериментировать с этими инструментами в моей следующей картине. Давайте спланируем день рукоделия, где мы сможем творить вместе. Урок 23. Взаимодействие с сообществом. Программы, социальные акции, мероприятия по сбору средств и т.д. многих крупных церквей оказывают значительное влияние на свои сообщества. Да, они часто предоставляют ресурсы и поддержку тем, кто в них нуждается. Приятно видеть, как они взаимодействуют с людьми и меняют ситуацию. Абсолютно. Участие сообщества имеет решающее значение для укрепления связей. Я восхищаюсь организациями, которые отдают приоритет информационно-просветительской деятельности и обслуживанию. Я тоже. Это демонстрирует стремление помогать другим и поднимать настроение сообществу. Давайте вместе рассмотрим способы, которыми мы можем внести свой вклад в местные инициативы. Это звучит как фантастическая идея. Я хотел бы участвовать в значимых проектах. Вместе мы можем оказать положительное влияние и вдохновить других сделать то же самое. Урок 24. Празднование дня рождения. На прошлых выходных моей подруге Дженни исполнилось 10 лет, и это было такое веселое событие. Это звучит захватывающе. Как она отпраздновала свой особенный день. Ее дом повсюду был украшен разноцветными воздушными шарами и лентами. Я люблю хорошие украшения вечеринки. Это действительно создает настроение для праздника. Да, и для всех детей были запланированы игры и занятия. Должно быть, это создало оживленную атмосферу. Была ли у нее тема для вечеринки? Да, это была тема принцесса, и все выглядело волшебно. Как мило. Был ли у них большой торт, соответствующий теме? Абсолютно. Торт имел форму замка и имел потрясающий вкус. Урок 25. Исследование ремесленного магазина. Рядом есть магазин, в котором есть много вариантов подделок и расходных материалов. О, это звучит идеально. Я давно хотел начать новый DIY-проект. Когда я заглянул в магазин товаров для рукоделия, у них часто есть уникальные предметы, которые вдохновляют на творчество. Отличная идея. Магазины для рукоделия похожи на сундуки с сокровищами для творческих умов. Точно. Я люблю просматривать разные материалы и видеть то, что бросается в глаза. Я тоже. Удивительно, как один маленький предмет может породить совершенно новую идею. Давайте посмотрим, что мы сможем найти, что поможет нам в наших предстоящих проектах. Я не могу дождаться. Будет интересно исследовать вместе. Определенно. Давайте проведем этот день и посмотрим, какие креативные идеи мы можем придумать. Урок 26. Подготовка отчета. Имея подробные отчеты, мы, безусловно, можем включить их в окончательную презентацию. Да, наличие тщательной документации значительно усилит нашу позицию. Я согласен.
Важно предоставить четкие доказательства в поддержку нашей точки зрения. Точно. Чем больше информации мы будем иметь, тем убедительнее будут наши аргументы. Верно. Кроме того, это показывает, что мы провели исследование и хорошо подготовились. Это очень важно, особенно при представлении более широкой аудитории. Да, это задает профессиональный тон и укрепляет доверие. И это помогает ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть в ходе обсуждения. Абсолютно. Я думаю, что нам следует в ближайшее время начать собирать необходимые данные. Урок 27. Экологичное развлечение. Я слышал об акции, на которой люди могут собирать мусор из разных мест города. Это звучит как экологически чистая инициатива. Это звучит захватывающе. Это отличный способ привлечь сообщество и одновременно помочь окружающей среде. Точно. Кроме того, это дает каждому возможность исследовать разные части города. Дар. Всегда приятно открывать для себя новое место и делать что-то хорошее. И это способствует командной работе, поскольку все собираются вместе для общего дела. Абсолютно. Это также может быть отличным способом познакомиться с новыми людьми, которые разделяют схожие интересы. Конечно. Я думаю, что подобные мероприятия действительно могут способствовать развитию чувства общности. Определенно. Это беспроигрышный вариант как для участников, так и для окружающей среды. Я бы с удовольствием присоединился к такому мероприятию. Урок 28. Возможности сетевого взаимодействия. Очень важно общаться с профессионалами своего дела. Посещали ли вы в последнее время какие-либо сетевые мероприятия? Да, я действительно ходил туда на прошлой неделе. Это была прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми. Это звучит фантастически. Каких специалистов вы встретили? Присутствовали люди из разных отраслей, которые делились идеями и опытом. Это так ценно. Сеть действительно может открыть новые возможности. Абсолютно. Удивительно, как один разговор может привести к новым возможностям. Конечно. Я думаю, нам следует посещать больше мероприятий вместе. Да, давайте сделаем это целью. Установление связей очень важно для нашей карьеры. Я согласен. Кроме того, это отличный способ учиться у других специалистов в этой области. Урок 29. Достопримечательности Лондона. Знаете ли вы, что многие из самых известных зданий Лондона расположены в небольшом центральном районе? Да, невероятно, сколько истории и архитектуры таит в себе эта часть города. Точно. Вы можете посетить такие достопримечательности, как Лондонский Тауэр и Букингемский дворец, которые находятся в нескольких минутах ходьбы. А музей не за горами. Это сокровищница культуры. Абсолютно. У каждого здания есть своя история, что делает изучение его таким увлекательным. Да, мне нравится, как каждое посещение может ощущаться по-разному в зависимости от того, что вы обнаружите. И приятно осознавать, что о городе всегда можно узнать что-то новое. Конечно, Лондон — такой оживленный город, который может многое предложить. Мне не терпится спланировать наш следующий визит, изучить больше этих удивительных мест. Урок 30. Совместное использование ресурсов. Если тебе нужны яблоки, я могу одолжить тебе немного.
У меня есть больше, чем я могу съесть прямо сейчас. Действительно, это так щедро с вашей стороны. Я как раз думала приготовить пирог. Идеальный. Свежие яблоки отлично подходят для выпечки. Какой пирог вы планируете приготовить? Я имею в виду классический яблочный пирог с корицей и слоеной корочкой. Звучит вкусно. Я люблю хороший домашний пирог. Я тоже. Это такой приятный десерт, особенно когда он еще теплый из духовки. Абсолютно. Обмен едой всегда объединяет людей. Да, я могу принести немного пирога, как только он будет готов. Мне бы это понравилось. Это будет отличный способ насладиться плодами своего труда. Урок 31. Поиск идеального места. Доброе утро, Анна. Вы уже подумали о месте нашего следующего проекта? Привет, Джон. Конечно, это займет некоторое время, но в конце концов мы найдем идеальное место. Большой. Какие критерии вы учитываете при выборе места? Доступность и местные ресурсы являются для нас ключевыми факторами. Это имеет смысл. Нам также необходимо учитывать влияние на сообщество. Верно. Взаимодействие с местными заинтересованными сторонами будет иметь важное значение. Есть ли какие-то конкретные области, которые вы имеете в виду? Да, я рассматриваю пару многообещающих районов. Давайте вместе рассмотрим эти варианты, прежде чем принять решение. Урок 32. Любители фотографий. Привет, Анна. Я подумывал о присоединении к группе фотографов. Привет, Джон. Это звучит захватывающе. Какова ваша мотивация присоединиться? Я хочу поделиться советами и поучиться у коллег-энтузиастов. Это отличный способ улучшить свои навыки. Вы посещали какие-нибудь занятия? Пока нет, но я подумываю и об онлайн-курсах. Онлайн-обучение может быть очень гибким. Какой вид фотографии вас интересует? Меня тянет к пейзажной фотографии, особенно во время восхода солнца. Красивый. Захват естественного света может создать потрясающие изображения. Я согласен. Мне бы хотелось услышать о вашем опыте фотографии. Урок 33. Тяга к еде. Я пытаюсь выбрать между сочным гамбургером или, может быть, полезным салатом на обед. Это трудный выбор. Оба варианта звучат по-своему вкусно. Я знаю, иногда ничто не сравнится с хорошим гамбургером, особенно когда он наполнен начинкой. Истинный. Но опять же, салат может быть таким освежающим и без чувства вины. Точно. Наверное, это зависит от того, в каком у меня сегодня настроении. Верно. Вам хочется чего-то сытного или легкого. Думаю, я склоняюсь к гамбургеру, но салат продолжает звать меня по имени. Почему бы не иметь оба? Вы можете получить небольшой гамбургер и гарнир. Это блестящая идея. Таким образом, я могу насладиться лучшим из обоих миров.